Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. В рамках фэшн-марафона «Недели моды в Лондоне» бренд Burberry представил коллекцию Pre-Fall 2024. Свою творческую работу в компании нынешний креативный директор Дэниел Ли сравнивает со снабжением универмага, где обязательно должно быть что-то, что понравится каждому покупателю. И с этой задачей, по мнению дизайнера, наилучшим образом справляются межсезонные коллекции, как, к примеру, данная предосенняя. Если высокая мода с ее сезонными показами – это вишенка на торте, то линейка Pre-Fall и есть тот самый торт, наполненный доверху предметами модного гардероба, которые передают дух Burberry до мельчайших деталей. И пусть, как утверждает модельер, подобному лукбуку не хватает величия и масштабности шоу на подиуме, но именно такие промежуточные коллекции составляют большую часть продаж, определяя нашу повседневную моду, а значит, в полной мере отражают стиль и характер бренда. Поэтому Дэниел Ли постарался сегодня максимально уделить внимание историческому наследию именитого британского дома, в свое время одевавшего людей, путешествующих как по болотистой сельской местности, так и по шумным улицам города. В представленных образах дизайнер легко сочетает суровость деревенской жизни с изысканностью городского пейзажа, эстетику кантри с современной уличной модой. Взяв за основу идею природы, уюта, тепла, не забыв про функциональность, Ли добавил нарядам оттенок аристократической роскоши, шикарной женственности, элегантности, что особенно заметно в финальных луках. Среди последних рекомендую, друзья, обратить при дальнейшем просмотре внимание на платье Макси с воротником-шарфом и фокусирующим разрезом в зоне декольте. В тон со слегка размытым принтом аутфит дополняет дубленка без рукавов в духе 70-х и ботинки с квадратным мысом на массивной подошве. Модный вечерний образ дизайнер вполне успешно превращает в выражение тепла и комфорта. Для прохладной поры Ли приготовил двубортное пальто с наглухо застегнутым воротом, оригинальный тренч-трансформер, который запросто превращается в кейп, объемную парку и куртку-бомбер, кожаный утепленный плащ и несколько великолепных вариаций платья-рубашки. Что касается принтов, дизайнер вновь вернул в гардероб бренда характерную для Burberry клетку, разбавив модный ряд одеждой с оригинальным авангардным узором, в который изобретательно был внедрен обновленный логотип компании. К слову, символы дома моды сегодня не выставляются навязчиво на показ, а деликатно зашифрованы в деталях кроя, декоре сумок и обуви, в украшениях. Стоит отметить, что все представленные в линейке аксессуары скорее подчеркивают роскошь, чем кричат о ней, идеально гармонируя со сдержанной элегантностью всей коллекции. Я думаю, что Burberry может быть довольно тихим и громким одновременно. Так вкратце комментирует модный лукбук его автор. А ваше мнение, мои дорогие зрители, я с интересом жду в комментариях. Надеюсь, вы не забудете отметить видео лайком и подписаться на канал, если все еще не подписаны. Приятного просмотра, всем совершенства и красоты! Чтобы на небе ни тучки, ни облачка, а в душе позитивного, солнечного настроения!